Приветствую всех. Здравствуйте, снова здравствуйте. Мы очень рады приветствовать вас и благодарны за то, что вы находите время, чтобы прийти и посмотреть наши встречи. А может быть, посмотреть ее в записи. Спасибо вам огромное. Нам очень важно, чтобы наши встречи были интересны для вас. Итак, сегодня у нас 8-я встреча, посвященная сбору средств в поддержку проекта Геши Майкла Роуча «Замок на горе». Сегодня к нам в гости пришла Паулина Франко. Многие из вас ее знают по нашим предыдущим встречам, а также как учителя йоги. Уверена, что многие студенты ACI, DCI, участники Pranamove проходили занятия по йоге леди Нигумы, которые проводила Паулина. Паулина занимается йогой и медитацией уже 14 лет. Она является сертифицированным инструктором дхарма-йоги и занималась под руководством Шри Дхармы Митры в Нью-Йорке. А уже 10 лет она также изучает древнюю мудрость под руководством Геши Майкла Роуча. Она входит в совет директоров ACI Мексика, она руководит голд-клубом, похожим голд-клубом в Латинской Америке. У нее еще очень много других заслуг. Но сегодня она пришла к нам с необычной темой, точнее, темой, которую мы не так часто поднимали на наших встречах, это йога воспитания. Мы все тем или иным образом связаны с воспитанием. У кого-то есть дети, у кого-то внуки, племянники, братья, сестры, младшие, может быть, старшие, может быть, просто дети друзей. Поэтому вопрос воспитания тем или иным образом встает перед всеми нами. Паулина готовится стать мамой, и она сказала, что уже в декабре к концу декабря произойдет это невероятное замечательное событие. И она углубилась в изучение этого вопроса воспитания. И сегодня она хочет поделиться с нами этой мудростью. Итак, встречайте Паулину. Paulina, thank you so much for joining us with this very, very interesting topic. Thank you so much, Anastasia, and hi, everyone. Спасибо, Анастасия, и всем добрый вечер. It is a real honor for me to be here with you today. Для меня большая честь быть сегодня с вами. As Anastasia said, my name is Paulina Franco. Как сказала Анастасия, меня зовут Паулина Франко. I live in Guadalajara, Mexico. Я живу в Гвадалахаре, в Мексике. And I want to mention that 2 years ago, I was inspired by Marsha Kondratьева. И стоит упомянуть, что на протяжении 2 лет меня очень вдохновляла Мария Кондратьева to create a gold club to support ALL project. Чтобы создать голд-клуб и поддерживать проекты библиотеки азиатского наследия, which you already know discovers and preserves ancient wisdom. который, как вы знаете, обнаруживает и сохраняет книги древней мудрости. So I created the Gold Club, but for the Spanish-speaking country. Таким образом, я основала голд-клуб, но для испаноязычной аудитории. So I want to thank her for her example and dedication for that. И я хотела поблагодарить ее за пример и за пример этого. And well, today we are gathered here to talk about a very special topic. И сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить очень особенную тему. Geshe Michael Roach gave this talk in New York City. Геша Майкл Роуч проводил презентацию на эту тему в Нью-Йорке, offering some practical advices on raising children. И где он давал некоторые практические советы по воспитанию детей. And while this talk is obviously gathered towards parents, И хотя эта беседа больше рассчитана на родителей, this beautiful advice is relevant to anyone trying to be a better person. эти советы, их можно отнести ко всем людям, которые хотят быть лучшим человеком. So it is a very beautiful talk.
Это очень красивый разговор. I listened to it recently because, as Anastasia said, I am pregnant. Я прослушала его некоторое время назад, потому что, как сказала Анастасия, я сейчас беременна. I am 8 months pregnant, so I will be a mother very soon. Я сейчас на 9 месяце, и очень скоро я стану мамой. And I feel very grateful that we can also apply this ancient wisdom as parents to our children. И я чувствую большую благодарность, что мы можем применить эту мудрость так же, как родители по отношению к нашим детям. So I really think you're gonna love this. Поэтому я думаю, что вам понравится эта тема. So the first thing I would like to say is this story about Geshe Michael. И первое, что я хотела бы сказать, что это история Геше Майкла. He went with his friends to see His Holiness many years ago. Он поехал со своими друзьями увидеть, много лет назад, увидеть своего ламу. The Dalai Lama, and His Holiness was giving a teaching about patience. И его святейшество передало им учение о терпении. And one of Geshe Michael's friends submit a question to His Holiness, the Dalai Lama. И один из друзей Геше Майкла задал Далай-ламе вопрос. And the question was, И вопрос был такой. how do you teach this to children? Как этому можно научить детей? And his answer was beautiful. И ответ был прекрасным. He said, you can't teach this to children. Он ответил, вы не можете научить этому детей. All you can do is giving an example. Все, что вы можете сделать, это просто показать пример. He said, children are not gonna listen to you. Он сказал, дети, они не будут слушать вас. Doesn't matter how much you explain it to them. И не имеет значения, как подробно вы им это объясняете. At the end, they will end up doing what you are doing. Потому что они будут делать то, что делаете вы. So you can talk to them a lot, but at the end, it's all about what you do. Вы можете много им рассказывать, но в конце это все сводится к тому, что они будут следовать тем действиям, которые делаете вы. So this is a very good advice to all of us. Это очень хороший совет для всех нас. I think one of the main things you can teach to our children by example. Я думаю, что одна из самых главных вещей, которые вы можете научить ваших детей, это быть примером. Is how you view of the world. It is your view of the world and how you view other people. Показать им, как вы смотрите на этот мир и как вы видите других людей. And I think on a beginning level, you are not much in control of your mind when you are a little kid. И я думаю, что на начальном уровне у вас не особо получается контролировать свой ум в процессе взаимодействия с детьми. And you're not good practicing a correct worldview. И у вас не получается практиковать правильное мировоззрение. So here we are going to talk about the worldview where you understand that the world is coming out of how you treat other people. И сегодня мы хотим как раз поговорить о таком мировоззрении, как мы обращаемся с другими людьми. So if you have a children or you are going to have a children like me, Поэтому если у вас есть дети, либо вы собираетесь стать родителями, как я, probably you are going to lose your patience. скорее всего, вы будете терять ваше терпение. And your children will see you lose your patience, right? И ваши дети будут видеть, как вы теряете терпение. Maybe especially with them. Возможно, как раз именно по отношению к ним. So, excuse me. So at that point, you cannot change it. В данный момент
на этом этапе вы не можете это изменить. Because we are not perfect people yet. Потому что пока мы еще не являемся совершенными людьми. But the crucial point is they will watch you, how you deal with that when you lose your patience. Но очень важно, как вы справляетесь с теми моментами, когда вы теряете спокойствие. And how long you hold the anger. И как долго вы держите гнев. And how long takes you to apologize to the other person. И сколько у вас занимает времени, пока вы не извинитесь перед другим человеком. They will watch people like us, that we are not perfect people yet. Они будут наблюдать за нами, что мы еще не являемся совершенными людьми на данном этапе. So one of the most important lessons is to teach children how quickly you can let go your anger. И один из самых важных уроков – это показать детям, как быстро мы можем избавляться от своего гнева. And again, and forgive the other person or admit that you was wrong. И прощать другого человека, либо признавать, что мы были неправы. So in the second level, И на втором уровне using karma and emptiness with your children. вы изучаете карму и пустоту со своими детьми. So parents are always having expectations of how their children will be. У родителей всегда есть определенные ожидания, как они хотят видеть своих детей. And Geshe Michael says that having a child is also like having a disciple. И Geshe Michael говорит, что иметь ребенка – это как иметь ученика. So you have expectations of how you want them to be. И у вас есть ожидания, как вы хотите, чтобы этот ребенок либо ученик, каким бы он стал. And we do have expectations always, but И у нас всегда есть ожидания, но what are you going to do when they are not accomplish those expectations? но что вы будете делать, если они не будут соответствовать этим вашим ожиданиям? Are you going to be the parent that gets angry at them? Будете ли вы родителем, который будет сердиться на них за это? Because maybe you have ideas of how you want them to be. Потому что, возможно, у вас есть понимание, как вы хотите их видеть. So this is how we feel as parents or as a teachers also. Это то, как обычно мы чувствуем себя как родители или как учителя. You have a certain vision of the person. У нас есть определенное видение для этого человека. And because you are bigger than them, И потому что вы больше, чем они, старше, you start to direct them. вы начинаете направлять их. And you're supposed to push them to a certain direction. И вы толкаете их в определенном направлении. But what if they don't want to do that? Но что, если они не хотят этого делать? All people come into this life Все люди, которые приходят в эту жизнь, with a mind that is not complete form, с состоянием сознания, которое еще не в завершенной форме, in a sense of their mind is almost more open to a greater nature, в том смысле, что их ум еще не открыт к чему-то большему, their mind is free. их ум свободен. And in a free way before they hit the school. И он остается в такой свободной форме перед тем, как они пойдут в школу. And then you hit the school and people want you to do things they want you to be. И потом ребенок идет в школу, и люди хотят, чтобы он соответствовал их ожиданиям.
And your creativity and nature is more restrictive. И креативность и естественная природа, она ограничивается. Geshe Michael said that it's like they want to put you in a box. Как говорит Геше Майкл, это как будто они пытаются оставить вас в ящичке, ограничить вас. In the box where you fit perfectly in the way other people are expecting you to be. В такой коробочке, где вы полностью соответствуете тем ожиданиям, которые люди имеют для вас, относительно вас. And I think we all like order and we like to be told how to do things. Like we like that people, we like be told how to do things. И нам как будто говорят, как делать вещи, как вести себя. Yeah, like we all might feel comfort with an instructor, right? Потому что тогда мы чувствуем себя свободнее, если у нас есть пример перед глазами, это инструктор. But what happens is that the moment you start doing this with your child, но что случается, когда в тот момент, когда вы ведете себя таким образом по отношению к своим детям, then you are destroying a little part of the nature mind. Вы разрушаете их природное состояние, природный ум. Yeah, the mind that is more free and available. Ум, сознание, которое оно более свободно. So normally when they have 7 or 6 years old, обычно, когда детям 6 или 7 лет, and you start pushing or putting pressure on your child, и вы начинаете на них немного давить, on what are your expectations, в соответствии со своими ожиданиями, this could change their minds forever. Это может навсегда изменить их сознание. And don't develop their beauty and personal personality. И не позволит им развить в себе красоту своей личности. That might be more beautiful than you thought. Которая может быть более красивая, чем мы ожидаем, чем мы думаем. When we want people to be in a certain way, когда мы хотим, чтобы люди вели себя определенным образом, Geshe Michael said, that is a judgment. Геше Майкл говорит, что это суждение. To try to fit your children the way others are. Пытаться поставить детей в такое положение, чтобы они соответствовали и были как все. And that leads us to the question of judging others. И это приводит нас к вопросу осуждения других людей. About what is good and what is bad. Что хорошо и что плохо. So as parents, you demand that they act in a certain way. И как родители мы заставляем их вести себя определенным образом. And then by demanding that, you are making a statement about how other people act. И таким образом мы выносим суждение, как другие люди должны себя вести. Yes. And then the children starts to grow like that. И дети, они вырастают в соответствии с вот этим суждением, с этим представлением о них. So if the parents are talking about judging others, и если родители говорят об осуждении других людей, they learn it. Дети наблюдают это, и они это запоминают. Or if you want them to be perfect, либо если вы хотите, чтобы они были совершенными, then they will judge others on how to be perfect.
тогда они будут осуждать других людей, как нужно быть совершенным. So how much tolerance we have as parents for the difference of people? Таким образом, как много толерантности мы имеем как родители относительно различий других людей, отличий других людей. How much tolerance as parents we can display because they are not going to listen to your teachings. Как много толерантности, терпимости мы можем показывать, потому что дети, они не будут слушать нас. They will watch what you do and how you embrace their difference or personality in others. Они будут наблюдать за нами, как мы ведем себя, какое наше поведение относительно отличий других людей. On them and others. Относительно и их, и других людей, то есть относительно и детей, и других людей. So in this talk, Geshe-Michael said, И в этой презентации Geshe-Michael сказал, that he has so many students, что у него очень много студентов, and that sometimes you meet the parents. и иногда он встречался с родителями. And that immediately you can see where the children comes from. И когда мы встречаемся с родителями, мы сразу можем увидеть, откуда пришли дети. So if you meet the parents and they are cool people, И если вы встречаетесь с родителями, и это приятные люди, then you say, that makes sense. и вы говорите, ну теперь понятно. Because his or her daughter are very nice people also. Потому что их сын, либо дочь также очень приятный человек. So, because some people as children or people of 40 years old, Некоторые люди, как дети, либо люди, которым уже 40 лет, they are not going to be the standard of most people. они не соответствуют стандартам большинства людей. And we need to accept it and love them. И нам нужно принимать это и любить их. And be tolerant. И быть терпимыми по отношению к ним. Because they might not see the things the way you do. Потому что, возможно, они не видят вещи таким образом, как мы их видим. But then you discover that they have a deep sensitivity for other things. Но потом мы можем обнаружить, что они испытывают глубокую чувствительность по отношению к другим вещам. And they might be more capable of in other things that you are not. И они могут быть способными в каких-то других вещах, которым у нас нет таких способностей. And this is really beautiful. Это действительно прекрасно. For example, the autistic child. Например, дети, которые страдают аутизмом. Geshe-Michael tells the story that he went to teach yoga to this autistic child. И Geshe-Michael рассказывал историю, как он однажды пошел обучать йоге детей с аутизмом. And he spent many hours trying to teach it yoga. И он провел много часов, пытаясь обучить их йоге. Because it will help her a lot with her physical body, right? Потому что это помогло бы очень сильно ей в ее физическом состоянии. And then in one moment, her mother said to her, В какой-то момент ее мама сказала ей, I think her name was Joanna. Я думаю, что ее имя было Йоанна. And she said, Joanna, why don't you play some piano? И он спросил, Джоанна, почему ты не играешь на пианино? And she almost couldn't walk. Она практически не могла ходить. But she went there and she played this incredible classic piano piece. Но она пошла и прекрасно сыграла на пианино. So everybody were stunned.
И все были поражены. So she deeply maybe is just paying attention to other things. Возможно, в глубине души она обращала внимание на другие вещи. So Geshe Michael explains that he judged the child when he met this child. И Геше Майкл объяснил, что он судил людей, когда он встретил этого ребенка. But now he saw the extreme beauty she has. Но сейчас он увидел невероятную красоту этого ребенка, который у нее был. So the attention of this child is just in a different place. Просто внимание этого ребенка, оно сфокусировано на других вещах. So one of the most powerful things you can teach to a child И одна из самых сильных вещей, которые вы можете научить вашего ребенка, is also how you judge other people. это как вы относитесь, как вы судите других людей. And this is maybe the most important thing to focus as parents. И, возможно, это самая важная вещь, на которой вам нужно сфокусироваться как родителю. For example, how you judge others as stupid people or incompetent people. Например, как вы относитесь к людям, которые глупые, либо некомпетентные. Or the opposite, right? Либо наоборот. So if you see the beauty in others, И таким образом, если вы видите красоту в других людях, and you value other people, и вам важны другие люди, they will learn it. Дети будут это наблюдать, и они будут этому учиться у вас. So the first thing was, Итак, первая вещь. how fast do you recover from being angry? Как быстро вы восстанавливаетесь после того, как вы разгневались? Right? How fast you forgive? Как быстро вы прощаете? How fast you apologize to the other person? Как быстро вы извиняетесь перед другим человеком? Even when it's not your fault. Даже когда это не ваша вина. And this is assuming you can't control yourself. Это говорит о том, что вы можете контролировать себя. And you lose your patience, right? И что вы теряете ваше спокойствие. So they will learn from you how fast you can recover from that. И дети будут учиться у вас, как быстро вы восстанавливаетесь после этого. And the second one, И второе. the most valued thing you can give to your child Самая ценная вещь, которую вы можете дать вашим детям, is how you embrace his difference. это как вы принимаете его отличия. How tolerant you are with his own way to be. Насколько толерантны вы по отношению к тому, как себя проявляет ваш ребенок. Because that brings us to the next level. Потому что это приведет нас к следующему уровню. To teach children to find good in other people. Научить детей находить хорошее в других людях. When you are in the act of judging other people, Когда вы судите других людей, how good you are in find the beauty in others in your daily life. насколько хорошо у вас получается находить хорошее в других людях в вашей повседневной жизни. Because you teach the child to look for the goodness in others. Потому что своим примером вы учите своего ребенка находить хорошее в других людях. Instead of the wrong in other people. Вместо того, чтобы видеть в них плохое. Because they are both there, right? They are both available. Потому что два этих варианта, они доступны. В людях есть и хорошее, и плохое.
There is always something wrong with other people. Всегда есть что-то нехорошее в других людях. And there is always something good with other people. И всегда есть что-то хорошее. So in what you rather to spend your time? И на чем вы фокусируете ваше внимание? It is a decision, right? И это решение, которое вы принимаете. Actually, the fact you see in other people faults Собственно, тот факт, что вы видите что-то неправильное в других людях, is because you have them. это потому, что у вас есть такое же, у вас есть это. So it is interesting to watch them Поэтому интересно наблюдать за ними and identify them so you can work on them. и определять это, чтобы вы также могли с этим работать. So if you want to teach something powerful to your children, И если вы хотите научить ваших детей чему-то сильному и хорошему, ask yourself, задайте себе вопрос. can I always say something positive of the people when I met? Могу ли я говорить что-то всегда приятное, позитивное другим людям, когда я с ними встречаюсь? Can you, in front of this child, as a daily habit, say something positive about each person? Можете ли вы говорить что-то хорошее о другом человеке в присутствии этого ребенка на ежедневной основе? So never say, oh, she's kind of ugly or fat or a bad person, like that. Don't say that. Никогда не говорите, она некрасивая, либо она плохой человек. Никогда не говорите этого. Либо она толстая. And it's not to pretend they don't have bad in them. И речь не о том, чтобы притворяться, что у людей нет этих недостатков. But you are choosing to concentrate it in their beauty. Но вы делаете выбор фокусироваться на том, что в них есть красивое и хорошее. And then your mind becomes more beautiful. И ваш ум становится более красивым. And then your child becomes someone who sees beauty around. И ваш ребенок становится тем человеком, который видит красоту вокруг. Because it's a habit now that they saw in you. Потому что это та привычка, которую они наблюдают в вас. So now let's go to the third advice, and this will be the last one. Теперь мы переходим к третьему совету, это будет последний, Which is more deep and beautiful. который более глубокий и еще более прекрасный. So I think there's nothing worse than when a parent loses a child. Я думаю, что нет ничего страшнее, чем когда родители теряют ребенка. So Geshe Michael says in this talk, И в этой беседе Геша Майкл говорит, that he met this woman that loses her child. он встретил женщину, которая потеряла своего ребенка. So this woman came to him and asked him, И эта женщина пришла к нему и спросила, what should I do? что мне делать? So Geshe Michael told her, И Геша Майкл сказал ей, start a journal начинайте вести дневник, and every day write the things you saw in your daughter. и каждый день записывайте какую-то вещь, которую вы видели в вашем ребенке, When she was alive, когда она была жива. write the things she did, Записывайте те вещи, которые она делала, but that they were signs that she was a divine being. которые свидетельствовали о том, что она была божественная. So keep a journal and make it a practice for 6 months or a year. Ведите дневник и сделайте это вашей ежедневной практикой на полгода либо 1 год. And write things that
makes you feel that she was a divine being. И записывайте те вещи, которые будут позволять вам чувствовать, что ваш ребенок был божественным созданием. So this woman did it, and she was so surprised that she could remember amazing things about this girl. И эта женщина вела дневник, и она была очень удивлена, что она могла вспоминать все эти прекрасные вещи о своей дочери. And at the end, she realized that her daughter was a divine being that came to this planet just to help her. И в конце она осознала, что ее дочь была божественным существом, которое пришло на эту планету, чтобы помочь ей. So she did it for years, actually. Собственно, она вела этот дневник на протяжении многих лет. And now has changed her. И это изменило ее. And once you accept the possibility that one person might be something more than a normal human, И как только вы допускаете возможность, что какой-то человек может чем-то большим, чем простым, обычным человеком, then naturally you can start to open with other people also. вы начинаете наблюдать это и в других людях. So one person asked Geshe Michael, any advice on how to raise my child? И один человек спросил Геше Майкла: вы можете дать какой-нибудь совет, как мне воспитывать ребенка? And he said, yes, keep a journal, a baby book. И Геше Майкл сказал: да, ведите дневник относительно вашего ребенка. And you watch for any signs of anormality. И наблюдайте всякие разные знаки, необычные знаки, которые свидетельствуют, что ваш ребенок не является обычным человеком. Try to see things that are special. Старайтесь разглядеть те вещи, которые особенные. And of course, every parent thinks his child is special already, right? И, конечно, каждый родитель думает, что его ребенок уже очень особенный. But make a list. Но записывайте это. And this is in Buddhism an advanced practice. И в буддизме это является практикой. You watch for signs of divinity around you. Вы наблюдаете и ищете вокруг вас знаки божественности в других людях. And you collect these clues. И вы собираете эти знаки. So I just want to end this talk at telling a little bit about my story. И я бы хотела закончить разговор, рассказав немного свою историю. I've been studying Dharma for 12 years or more. Я изучаю Дхарму уже чуть более 12 лет. And this year, my partner and we went on a silent retreat. И в этом году я со своим партнером мы прошли молчаливый ретрит. So we asked our teacher, Geshe Michael, И мы спросили нашего учителя Геше Майкла, what we should be focusing on in the retreat. на чем нам нужно сфокусироваться во время ретрита. And he said, on bodhicitta. И он ответил: на бодхичитте. And the whole retreat, we were asking for teachings on how to increase our bodhicitta. И на протяжении всего ретрита мы искали возможности, как усилить нашу бодхичитту. So bodhicitta is a state of mind where you are willing to do everything. И бодхичитта — это состояние ума, когда вам хочется делать все, To reach total alignment, чтобы достичь полного просветления to help other people. и помочь другим людям. And also bodhicitta И также бодхичитта is to feel that you love all the people around you as they were your only child. бодхичитта также о том, что вы чувствуете любовь ко всем людям, как если бы они были вашим единственным ребенком. So guess what? И
И как вы думаете, что? We got pregnant in that retreat. Мы забеременели на этом ретрите. And of course, it was not planned and it was a surprise. И мы этого не планировали, для нас это был сюрприз. So we really feel that this is our bodhicitta teacher coming to us. И мы чувствовали, что это действительно наш учитель бодхичитты пришел к нам. So we went to talk with Geshe Michael to tell him the news. И мы пошли к Геше Майклу, чтобы поделиться этими новостями. And ask him for his advice in this new stage. И спросить его совета на этом нашем новом этапе жизни. And of course, our concern is that we no longer have time to follow our spiritual path. И, конечно, мы беспокоились о том, что у нас уже не было времени следовать нашей духовной практике. But he told us, Но он ответил нам: no, you don't understand. нет, вы не поняли. Now this is your new practice. Сейчас это ваша новая практика. It is true that you will not longer have much free time. Это правда, что да, отныне у вас уже не будет так много свободного времени. But now you make this an opportunity to practice more. Но сейчас для вас это будет возможность, чтобы больше практиковать. Especially the advanced teachings in Buddhism. Особенно более высшее учение в буддизме. Which is to see your child as a special being. Вы должны видеть вашего ребенка как особенное создание, Who came to help you. который пришел для того, чтобы помочь вам, Who came to get you to a better place. который пришел, чтобы привести вас в лучшее место. In all aspects in your life. Во всех аспектах вашей жизни. Especially in your spiritual life. И особенно в вашей духовной жизни. So we need to observe as parents for their divinity. И как родители нам нужно наблюдать и искать знаки его божественности. Write a diary of miracles that you see with your child. И вести дневник чудес, которые вы видите в своем ребенке. And then you have to become a detective for the rest of your life. И таким образом стать как будто детективом до конца вашей жизни. Thank you very much. Спасибо вам большое. This is all for me. Thank you very much, Paulina. Thank you so much. That's really beautiful teaching. It's amazing. I'll continue in Russian, if it's okay with you. Я сейчас сказала, да, что это было очень замечательное, прекрасное учение от Паулины. На самом деле, я вот сейчас тоже слушала Паулину и думала о том, что в моменте, когда что-то происходит, когда мы в отношении с ребенком или с мужем, неважно, мы не всегда понимаем, осознаем, что вот то событие, которое происходит, та ситуация, которая происходит, которая иногда возбуждает нас, мы действительно теряем терпение, оно на самом деле это всего лишь зеркало того, что мы должны увидеть и над чем нам нужно работать. И когда слушаешь учение и начинаешь где-то смотреть на свою жизнь, понимаешь, что да, действительно, все так и есть, и ребенок, который не всегда, может быть, ведет себя так, как мне бы хотелось, на самом деле показывает что-то особенное для меня. Я надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя наша встреча. Я хотела напомнить, что мы устраиваем эти встречи в благодарность вам, нашим благотворителям, кто поддерживает этот невероятный проект «Замок на горе». Сейчас будет у нас еще раз показана ссылка, где вы можете сделать свое пожертвование, посвятить его тому важному событию, которое вам необходимо, которое вы ждете.
Я тоже с большим удовольствием сегодня продолжу делать взносы на этот прекрасный проект, потому что мне очень нравится, ну, до глубины души трогают эти учения, и они действительно много открывают для меня самой. Поэтому спасибо вам огромное. Огромное спасибо Паулине. Спасибо, Ирина, за перевод. И Валера, спасибо за техническую поддержку нашей сегодняшней встречи. До скорой встречи. Следите за нашими объявлениями. Спасибо большое. До свидания.